За прошедшую неделю российская авиация выполнила 431 боевой вылет с авиабазы Мемим и нанесла точные удары по 1458 объектам террористов в провинциях Алеппо, Идлиб, Хомс, Хама, Латакия, Дер-эз-Зор и Рака. Хочу подчеркнуть, что все полеты наших бомбардировщиков и штурмовиков прикрывались истребителями Су-30. В ходе выполнения боевых задач уничтожались командные пункты и пункты управления, лагеря подготовки террористов, склады боеприпасов и вооружения, опорные пункты боевиков террористических группировок, действующих на территории Сирийской Арабской Республики. В районе города Хнефис, провинции Хомс, был скрыт замаскированный командный пункт террористов. С данного командного пункта координировались действия артиллерии в Ан-Карамаране при обстрелах населенных пунктов. В результате применения авиации объект полностью уничтожен, управление артиллерией боевиков в данном районе нарушено. В районе населенного пункта Мурек, провинции Хама, уничтожен крупный склад вооружений и боеприпасов террористов. В результате точного попадания фугасной авиабомбы объект полностью разрушен. В районе населенного пункта Кесап, провинции Латакия, был уничтожен крупный опорный пункт боевиков на одной из господствующих тактически важных высот. По данному объекту было нанесено несколько авиационных ударов самолетами Су-24. От первого удара сдетонировал склад с боеприпасами боевиков. В ходе второго и третьего налета уничтожены артиллерийские и минометные батареи, а также блиндажи укрытия террористов. В результате точных ударов нашей авиации высота занята сирийскими правительственными войсками. В этой же провинции по нескольким каналам разведки была получена информация о проведении в одном из лагерей подготовки террористов схода полевых командиров. После подтверждения информации по нескольким каналам на данный лагерь был оперативно перенацелен пара Су-34. В результате применения авиационного боеприпаса по хорошо укрепленному объекту блиндажного типа уничтожен главарь одной из крупных банд группировок Абу Абдул и ряд других полевых командиров. Также в течение этой недели было ликвидировано еще несколько главарей в окрестностях населенных пунктов Эль-Латамна, провинции Хама. Мы все чаще фиксируем, что данная информация подтверждается по различным каналам, что боевики несут серьезные потери, деморализованы и пытаются покинуть свои позиции. Так, в провинции Хомс боевики бросили позиции в районах высот Джембель-Ремли, Хазм-эль-Абьят и Вадисай. За прошедшую неделю российской авиацией уничтожено 12 станций перекачки топлива, 8 нефтяных месторождений и нефтегазовых комплексов, а также более 170 наливников. Только за последние сутки бомбардировщики Су-34 нанесены удары по 2 автомобильным колоннам на дорогах в районах населенных пунктов Алеппо и Рака, в результате которых уничтожено до 40 автоцистерн и большегрузных автомобилей, переоборудованных под транспортировку нефтепродуктов. Нашими революционными средствами противовоздушной обороны, развернутой на базе Мемим, ведется круглосуточный контроль воздушного пространства. Мы наблюдаем полеты международной коалиции над территорией Сирии. За последние дни зафиксировано 3-кратное увеличение количества беспилотных летательных аппаратов коалиции. Вот вы видите, с нашего беспилотника ведется наблюдение за беспилотником так называемой коалиции, действующей на территории Сирийской Арабской Республики. Причем в отдельные периоды количество одновременно находящихся в небе Сирии беспилотных летательных аппаратов коалиции достигает 50 единиц. Хочу обратить ваше внимание, что большинство беспилотников так называемой коалиции ведут разведку над районами нефтедобычи и вдоль сирийско-турецкой границы, через которую идет основной контрабандный нефтетрафик. Вы прекрасно понимаете, что наши коллеги, осуществляя в таких масштабах видеомониторинг в этих районах, при желании могут также поделиться с общественностью информацией, что происходит на сирийско-турецкой границе, в каких объемах и куда реализуют террористы нефть.
Безусловно, мы анализируем различные комментарии и заявления, сделанные после нашего брифинга, в ходе которого были представлены доказательства того, откуда и куда течет воровская нефть из районов, контролируемых международным терроризмом, и кто этому покровительствует. Очевидно, что для отдельных политиков и экспертов обнародованные нами фото и видеоматериалы стали настоящим откровением. Для других наши доказательства подтвердили их давние опасения о связях политических кругов Турции и международных террористов. Есть, кстати, среди комментариев и нелепые, даже смешные. Но это больше присуще тем, на наш взгляд, у кого уже больше нет никаких аргументов. Уважаемые коллеги, на очередных данных видеоконтроля с беспилотных летательных аппаратов, которые зафиксировали применение нашей авиации на территории Сирийской Арабской Республики, на первом видеоролике вы видите нанесение удара российской авиации по одному из объектов, которые находятся в провинции Латакия. Этот объект представлял себя хороший лагерь для подготовки боевиков. Более того, на данном лагере были собраны ряд главарей бандформирований, действующих в ближайших районах Сирийской Арабской Республики. В частности, после того, как был перенацелен Су-34 самолет российский на данный объект, и после того, как боевики заметили наш самолет, который наводился по данному лагерю подготовки боевиков, они попытались скрыться в блиндажном укрытии, хорошо оборудованном бетонном. В результате точного попадания специальным боеприпасом, БИТА-500, вы видите точное попадание по объекту, объект был полностью уничтожен со всем его содержимым. Хочу вам напомнить, что БИТА-500 это специальный боеприпас, который применяется по объектам, которые прикрываются скальным грунтом или большим толщой бетона. В результате попадания боеприпас пробивает большую толщу бетона или скального грунта, только после этого разрывается. Результат применения вы видели. Объект полностью уничтожен со всем его содержимым, что там пыталось спрятаться. На следующем видеоролике вы видите нанесение ударов самолетом Су-24 по одному из перевалочных пунктов боевиков террористической группировки ИГИЛ в районе населенного пункта Рака. С данного пункта осуществлялось снабжение бандформирований, действующих в северо-западной части Сирии, в частности, противотанковыми комплексами и зарядами к нему. Вы видите применение боеприпаса, точным попаданием в склад. Вы видите, произошла детонация боеприпасов, сопровождающая большим пожаром. В результате точного попадания полностью уничтожен склад и хранившиеся на нем противотанковые комплексы и заряды к ним. На третьем, вот вы видите, сам боеприпас и точное попадание непосредственно в склад вооружения. На третьем видеоролике представлены данные объективного контроля по применению самолетов Су-34 по одному из объектов группировки Джабхат ан-Нусра в провинции Алеппо в районе населенного пункта Эс-Савара. Данный объект представлял собой хорошо подготовленную, как вы видите, базу подготовки боевиков. Вы видите прекрасно оборудованные фортификационные сооружения, а также склад боеприпасов и непосредственно места, где находились боевики, места их отдыха. В результате точного попадания по данному объекту, вы видите попадание в сам склад боеприпасов, произошла детонация. В результате последующего удара объект полностью уничтожен. Вот вы видите, какая детонация произошла на объекте, в результате чего полностью уничтожен склад боеприпасов и места, где отдыхали боевики. На следующем видеоролике, вот вы видите этот объект, на котором хранилось большое количество боеприпасов, из которого осуществлялась доставка боеприпасов в другие районы Сирии к группировкам боевиков. Точным ударом самолетов Су-24 по данному объекту произошла детонация боеприпасов. В результате полностью крупный склад боевиков был уничтожен.
Вы видите пожар на объекте и все, что от него осталось. На пятом видеоролике вам представлены данные видеоконтроля нанесения удара по объектам, находящимся в районе населенного пункта Алеппо. Самолетом Су-24 были нанесены удары по колоннам наливников, которые перевозили нефтепродукты в направлении турецкой границы. Вы видите нанесение ударов по данной колонне. В результате точного попадания вы видите масштабы детонации взрывов. Причем хочу подчеркнуть, что какой силой пожар возник и как горят нефтепродукты, которые подтверждают, что данные большегрузные автомобили были переоборудованы под наливники. В результате точного попадания вы видите масштабы пожара, колонна полностью уничтожена.